Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю низкоуглеводный торт чернослив в сметане. Это настолько вкусный торт, что одного кусочка всегда будет мало. А учитывая то, что торт не содержит глютен, он отлично подойдет для всех, у кого имеется непереносимость глютена и продуктов глютеносодержащими компонентами. По данному рецепту вместо сахара я использую эритритол, а значит этот торт облегченный и имеет пониженный гликемический индекс, что не приведет к резкому подъему глюкозы в крови. Сочетание чернослива, грецких орехов, шоколада и сметаны создают идеальную вкусовую гармонию в одном десерте. А поскольку вы готовите на канале Сладкий Мастер, можете быть уверены, что торт получится вкусный и стабильный. Друзья, более подробное описание рецепта, а также особенности и мерные значения по продуктам вы можете посмотреть в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. Для бисквитов яйца добавляю эритритол и ванилин. Взбиваю на высоких оборотах миксера в течение 2 минут до пышной яичной смеси. Перед взбиванием рекомендую пробить эритритол блендером до сладкой пудры. В яичную смесь добавляю сметану, льняную муку, разрыхлитель и корицу. Вымешиваю все на низких оборотах миксера до однородного теста. Вот такое жидкое тесто после вымешивания получилось. Спустя несколько минут тесто загустело благодаря свойствам льняной муки набухать. Форму диаметром 20 см предварительно выстеленной пекарской бумагой выкладываю все льняное тесто. Распределяю тесто лопаткой по основанию формы. Убираю форму с тестом в разогретую до 160 градусов духовку на 40 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой или на упругость. Чернослив разрезаю на тонкие фрагменты. В чаше блендера пробиваю чернослив и грецкие орехи. В плодовую массу добавляю половину сметаны от общего количества. Пробиваю блендером. Вмешиваю сметану в мюсли-массу. Окончательно пробиваю начинку до однородности. Вот такая плодовая начинка для крема получилась. Оставшуюся половину сметаны выкладываю в начинку. Вмешиваю крючками миксера, чтобы получился однородный плодовый крем. А при отсутствии насадки крючки перемешивать сметану с плодовой начинкой можно лопаткой или ложкой. Вот такой густой сметано-плодовый крем получился. Льняной бисквит разрезал на 2 половины. Посмотрите, какие пористые бисквитные коржи внутри получились. На поверхность для сборки торта наношу немного крема для устойчивости. Укладываю первый корж пористой стороной вверх. Выкладываю яблочное пюре. Распределяю пюре по поверхности выпечки. Выкладываю половину крема от общего замеса. Распределяю крем по поверхности коржа. Друзья, на канале есть рецепт льняного бисквита в микроволновой печи за 5 минут. Обязательно посмотрите этот рецепт, учитывая, что бисквит из микроволновой печи получается очень пышный и, главное, быстро. Сверху укладываю второй бисквитный корж пористой стороной вверх. Пропитываю яблочным джемом. Выкладываю крем. Равномерно распределяю крем по поверхности бисквитного коржа. Выравниваю торт плоским шпателем. При отсутствии шпателя воспользуйтесь иным удобным предметом. Из оставшегося крема при помощи чайной ложки формирую декор в виде шариков. Декорирование торта также можно делать через кондитерский мешок с круглой насадкой. Окончательно украшаю торт шоколадной крошкой, которую я также получил, раздробив холодную шоколадную плитку блендером. Готовый торт убираю в холодильник для напитывания и стабилизации минимум на 2 часа. Низкоуглеводный торт чернослив в сметане – это яркий вкус начинки и нежных бисквитных коржей. Плодовая начинка, состоящая из чернослива, грецких орехов и сметаны – это лучшая комбинация продуктов для яркого аромата и отличного вкуса. Шоколад дополняет и подчеркивает торт своим присутствием в качестве декора, делая его более разнообразным и интересным. А поскольку это низкоуглеводный торт, можете смело готовить хоть каждые выходные, учитывая, что процесс приготовления очень простой. Этот торт я специально делал на Новый год, чтобы удивить своих сладкоежек новым десертом, и мне это удалось сделать.
Все, кто пробовали даже после обильного стола, просили добавки, настолько вкусный он получился. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.